Чтобы проверить нашу деталь, как она села и где искривилась, эта линия, она должна проходить через центральную часть бантика. Я вижу, что вышивка никуда не съехала, с ней все в порядке. У меня получилась новая разметка, по ней я и буду вырезать. Шов на припуск здесь уже заложен. Теперь я хочу проверить две половинки, правильно ли я все сделала. Я складываю пополам вот таким образом. И совмещаю края. Я вижу, что все совместилось, две половинки одинаковые. Теперь я удалю вот эту разметку ниткой, которую я делала. Я убрала нашу разметку, которую я делала ниткой, еще немного прогладила. Каждый раз, когда вы отпариваете воротничок, я рекомендую делать это на махровом полотенце, чтобы вышивка осталась объемная. Воротничок я убираю в сторону и перехожу к изнаночной стороне, к изнаночной части. Я выбрала хлопок средней плотности. Я буду использовать ту же выкройку, только выкраивать я буду деталь уже вот таким образом. Вот здесь линия сгиба, здесь нужно будет ткань сложить пополам и приложить. И вот так вырезать, чтобы получилась одна большая деталь, точно такая же, как у нас с вышивкой. Вот такая деталь получилась, теперь я ее открою. Я хочу еще убрать вот эти маленькие ниточки, которые здесь торчат, потому что ткань основы мы выбрали белую, и здесь они могут просвечиваться с обратной стороны. Помимо двух основных деталей нам нужно еще подготовить кружево и завязки. Кружево я отмерила нужной длины. Вот так я обрежу. Теперь для того, чтобы сделать рюши, я сделаю на машинке строчку 1 см от края первую, и немного отступив, я сделаю еще дополнительную вторую по всей длине. Я буду использовать длину стежка 4 мм и самое минимальное натяжение. Обычно у меня стоит здесь значение 3,5, я его опущу до единицы. И длину стежка я сделаю 4 мм. И я прокладываю строчку вдоль всего шитья 1 см от края. Я не делаю закрепку в самом начале. В конце тоже закрепку не надо делать. Поднимайте лапку и оставьте концы нити тоже чуть больше, чем обычно вы обрезаете. Сантиметров 20 или больше, чтобы можно было за них потом тянуть. Теперь я прокладываю вторую строчку с небольшим отступом от первой. Закрепку в начале и в конце точно так же я не делаю. Я отделяю две верхних нитки и начинаю их вытягивать. Я сделала с одной стороны немного, и сейчас буду делать то же самое с другой стороны, чтобы потом они встретились. Чтобы начать делать это с другой стороны, посмотрите, где у вас верхние нитки, и точно так же с этой же стороны найдите эти же две нитки. И теперь в направлении центра я буду точно так же их стягивать.
Теперь я распределяю эти складки по всей длине, чтобы между ними было равное расстояние. И буду прикладывать, примерять к нашей детали. Для начала я найду середину. Я буду прикладывать второй строчкой к срезу детали и закреплять булавкой. Теперь равномерно разложу рюши в одну сторону и точно так же в другую сторону. Вот я вижу, что собрала слишком сильно. Вот здесь на повороте я делаю чуть больше булавок, чем на ровных участках. Хочу показать, когда у вас останется вот такой небольшой участок, который вы еще не прикололи сантиметров 10-15. Я рекомендую сделать запас немножко на сантиметр, на 2, чтобы кружево у вас заканчивалось чуть-чуть больше, чем воротник. И теперь что нужно сделать? Нужно здесь сделать отметку 1,5 сантиметра. Затем я делаю отметку на кружеве, чтобы оно было такой же длины, как воротничок. Примерно здесь. И теперь я буду подворачивать 1 раз и 2. Вот так. Скалываю булавками. И прошью здесь миллиметр от края, только кружево. Я долго думала, какие завязки выбрать. Сначала я думала, что сделаю их из основной ткани, из льна, но лен довольно плотный, поэтому я решила комбинировать завязки с шитьем. Каким образом их сделать? Вот здесь у меня уже заготовленные 2 отреза. Я буду сворачивать пополам, проглаживать вдоль, потом открою и каждую половинку сложу пополам. И еще раз пополам. Получится такая совсем небольшая завязочка, тонкая. После того, как я приутюжила вот эти 2 стороны, на одном из конца я заворачиваю вовнутрь край и потом складываю точно так же. Теперь, когда я сложу пополам, будет аккуратный край. Вот такой край получится с одной стороны, с другой не нужно, с другой мы будем пришивать. Теперь я пойду на машинку и прострочу 2 мм от края, одну и другую завязку. Завязки получились очень мягкими. Ими будет очень легко пользоваться, завязывать бантик. На концах можно еще завязать вот такой узелок. Теперь пришло время все собрать и сшить вместе. Я делаю отметку на воротничке 1,5 сантиметра от края. Затем прикладываю шнурок. Я хочу его приколоть отдельно, чтобы он во время шитья не сдвинулся. А затем я буду прикладывать шитье. Я хочу, чтобы оно плавно начиналось и расходилось. Весь край мы прикладывали вот этой строчкой, второй, к краю. А здесь немножко больше я сделаю, вот сюда. Теперь я пристрочу наши кружево и завязки к основной детали. Для того, чтобы правильно здесь начать, вы можете отметить здесь 6 мм и соединить эту точку с этой строчкой, с этой линией, по которой вы будете дальше строчить воротничок.
Проверьте еще раз, чтобы изнаночная сторона была с изнанки, лицевая с лица. И завязка была поверх кружева. Теперь я аккуратно обрежу лишнее кружево. После того, как я все обрезала, я буду соединять две основные детали. Я буду их соединять лицо к лицу. Для того, чтобы точно совместить заднюю часть и переднюю, я сделаю вот так, одну деталь пополам. И эту точно так же. Чтобы точно совместить центр. Вот этот участок по внутренней окружности примерно сантиметров 10 от центра сюда, 5 и сюда. Такой длины я зашивать не буду, для того, чтобы потом воротничок вывернуть. Начну я вот отсюда и буду делать строчку 6 мм от края. Дойду до сюда, здесь делаю поворот и начну строчку делать 1 сантиметр. И буду двигаться сюда. Вот здесь закончу и поставлю закрепку. На изгибах я сделаю насечки. Не доходя до строчки, миллиметра 2. Теперь выворачиваю. После того, как вы вывернете на лицевую сторону воротничок, его потом стоит погладить с помощью пара. Также можно использовать немножко воды, сбрызнуть водой, разровнять кружево и вот это место, которое мы оставили для выворачивания. Его нужно будет прошить потайным швом вручную. Для потайного шва я буду использовать иглу номер 7, которую я вышивала, и нитки в тон швейные. И вывожу нашу нитку с изнаночной стороны на лицевую. Я переверну для удобства воротничок и буду делать шов слева направо. В зависимости от того, правша вы или левша, вы можете делать в одну сторону, либо в другую. Здесь нет разницы. Я делаю первый стежок, завожу иглу вовнутрь в шов и отступаю где-то 3 миллиметра. То же самое я делаю с другой стороны. Теперь еще раз. Прямо напротив я делаю прокол и вывожу иглу. Теперь ввожу нить вовнутрь под последний стежок. Закрепляю нить. Можно несколько раз сделать отбитий. И снова ввожу иглу вовнутрь. И вывожу на лицевую сторону где-нибудь здесь. Теперь нитку можно отрезать. Дополнительно можно еще раз прогладить это место и весь воротничок в целом. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high.
beneath the moonlight. Soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive.